5 вещей, которые делает нарцисс, когда ты не рядом, когда ты не видишь это. То есть, если вы находитесь в отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, у вас как-то вот повышен уровень подозрительности и часто вам что-то вот кажется, то, возможно, вам вообще не кажется. Мы сегодня разберем 5 вещей, которые может делать нарцисс, когда вы это не видите. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт, и сегодня мы с вами постараемся развеять излишнюю подозрительность и разобраться с тем, что же может делать нарцисс у вас за спиной. Если эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Первая вещь, которую может нарцисс сделать, пока вы не видите, он может устраивать разные слежки. Почему люди с ярко выраженными нарциссическими чертами так поступают? Потому что для нарцисса очень важно контролировать своего партнера. Ну вот, предположим, если это мужчина с ярко выраженными нарциссическими чертами, находится в отношениях со своей женщиной, ему нужно понимать, где она вообще ходит и с кем она общается. Потому что все нарциссы постоянно находятся в такой достаточно примитивной, очень похожей на детскую конкуренции с окружающими людьми. То есть нарцисс, когда себя сравнивает с кем угодно, он должен понимать, либо вот тот человек лучше, либо я лучше. Если нарцисс как бы предполагает, хотя бы мнит, что его женщина где-то общается с кем-то, скажем, в спортивном зале или где-то на каких-то курсах, и он себе хотя бы на секундочку представляет, что там есть кто-то, кто лучше в чем-то, чем он тут же проваливается в свой такой нарциссический, этот ничтожный провал. То есть он чувствует, что она, скорее всего, там общается с кем-то, кто ярче и лучше, чем я. Соответственно, для нарцисса очень важно контролировать своего партнера. Как это можно сделать? Ну, сейчас есть куча всяких электронных способов. Например, часто бывает так, что нарцисс старается узнать пароль от телефона своей женщины. Или, скажем, подкладывает ей этот трекер, ну, вот, метку. У меня была клиентка, которая рассказывала, что в какой-то момент обнаружила, что у нее телефон транслирует геолокацию, геопозицию. То есть она это не настраивала, она точно помнит, но вот в какой-то момент она вот настроила. Когда она ему это показала, он сказал, что ну мы с тобой договорились, что ты будешь показывать мне, где ты находишься, ты типа как будто бы сама вот это настроила. То есть он ее еще и внушал ей, что она как будто бы немножко не в себе, и такой был газлайтинг, что ты же сама включила, сама мне раздаешь свою геолокацию, а сейчас что-то какие-то претензии. И вторая вещь, которую может делать нарцисс, особенно если это человек с таким техническим образованием, какой-нибудь там программист, он может установить вам на телефон или на какие-то гаджеты программы для родительского контроля. То есть это программы, которые изначально созданы для того, чтобы родители следили за своими детьми, но ее можно установить человеку на телефон, пока он не видит, и она может быть не всегда очень явно заметна. Особенно, когда мужчина подарил, скажем, своей женщине телефон дорогой, какой-то высокотехнологичный, и вот она замечает, что она его там, когда включает, каждый раз там какое-то вот окно такое всплывает и пропадает. Она как бы не обращает на это внимания, если даже обращает, думает, ну, наверное, это какая-то такая там фишка в этом телефоне, что-то. Ну, и плюс, знаете, у нас еще такое есть в культуре, что, ну, типа, одаренному коню зубы не смотрят, поэтому, ну, такая вот у него этого какая-то непонятная вот функция есть у этого телефона. А это, на самом деле, может быть какая-то шпионская программа, которая показывает, там, сколько вы находитесь, в каком приложении, где вы находитесь, ну, там разные есть функции. Третья вещь, это нарцисс может начать такую кампанию по клевете и по какому-то такому сплетению интриг. Особенно, если он понимает, что в скорости он собирается из этих отношений уходить, вот эта вот стадия уже обесценивания начинается, он начинает готовить почву, и пока вас нет рядом, он звонит вашим общим знакомым, родственникам, может быть даже вашим родственникам. Мне клиентка рассказывала, что ее мужчина звонил ее матери там вот по вечерам, пока она еще была не дома, и при том, что он сам знал, где она находится, он спрашивал у ее матери, а где ваша дочь? Она так, конечно, волновалась, говорила, я не знаю, а ты что, не знаешь? Он говорит, ну, наверное, где-то ходит. Он так какое-то время звонил, в результате сформировал образ такого страдальца, который сидит и ждет свою женщину, которая непонятно где ходит, которая вообще не ценит эти отношения. И когда он инициировал череду конфликтов, чтобы расстаться, мать этой женщины вот таким вот парадоксальным образом поддерживала его в большей степени, потому что ей казалось, что вот эта ее дочь как-то так себя вела, непонятно, что вот поэтому отношения разрушаются. Четвертая вещь, которую нарцисс может делать, когда вас нет рядом, он ищет себе запасной аэродром. Особенно, если у вас уже начинаются какие-то легкие конфликты. Дело в том, что нарцисс не настроен на какое-то вот решение конфликтов, на работу над отношениями. Он находится в отношениях, пока вот вы ведете себя так, как ему нужно. Как только вы начинаете показывать, что вам что-то не нравится, и вы вроде бы хотели бы поработать над отношениями, он это воспринимает, что вот все, эти отношения в принципе уже почти что завершились. И он начинает просматривать аккаунты своих каких-то бывших. Может, не знаю, сидеть в Инстаграме, рассматривать там каких-то женщин, там им лайки ставить, там, не знаю, где-то вот может на каких-то сайтах знакомств, если он есть, он там туда заходит. То есть он, по сути, ищет себе кого-то, с кем он мог бы потом бы как-то начать вот новые отношения. Он ищет себе, ну, как бы запасной аэродром. Кто еще ему будет давать нарциссические
нарциссический ресурс из его прошлых отношений или какие-то ищет новые отношения, рассматривая ваши отношения как уже такие завершившиеся. Пятая вещь, с которой вы можете столкнуться, это когда нарцисс залазит в ваш телефон, когда вы не видите, просматривает там переписки, смотрит какие-то геолокации под фотографиями, там, не знаю, просто мониторит, что вы делали. Когда такое возможно? Ну, во-первых, это возможно, если вы достаточно плотно общаетесь или живете вместе. Это первое условие. Второе условие, как правило, это бывает в начале отношений, этот период лавбомбинга, когда у вас вот такое вот слияние, вы находитесь на 10-м небе счастья, что вот так классно, столько эмоций рядом с этим человеком. Соответственно, ваши границы достаточно такие плавные. И вот там вы выходите в душ, телефон вы не заблокировали. Или он вас просит, чтобы вы ему разблокировали телефон, потому что ему нужно что-то зайти посмотреть. Вы ему даете. В такой ситуации вы можете, в принципе, это и не замечать, потому что вы находитесь немножко в таком влюбленном, неадекватном состоянии. И плюс, ну вот он посмотрел, там, что нужно ему узнал, пока еще ничего не говорит, потому что пока еще лавбомбинг. То есть вы никаким образом не узнаете, что он вам заходил в телефон. Поэтому просто знайте, что если вот у вас есть какие-то границы, вы должны знать, где эти границы проходят. Если у вас на телефоне установлен пароль, ну старайтесь этот пароль как-то, чтобы он был какой-то надежный, может быть, меняйте его время от времени. Просто это необходимо для общей безопасности вообще всех участников этих отношений. Если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с человеком, у которого, вероятно, есть достаточно ярко выраженные нарциссические черты, то есть вы находитесь в отношениях с нарциссом, как вам кажется, вы хотите в этом разобраться, вы понимаете, что эти отношения, ну, вроде бы не разрушительные, они вам уже, ну, вот как будто бы не удовлетворяют, но при этом вы все-таки в них находитесь, потому что как-то завязли. Если вы, скажем, уже приняли решение выходить из этих отношений, не знаете, как это правильно сделать, или если вы уже вышли из отношений с нарциссом, но вот вы чувствуете себя такой опустошенной, выгоревшей, не знаете, как восстановиться, у меня есть специальный курс про отношения. Мы там, собственно, и говорим о том, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, чем разрушительные отношения отличаются от здоровых. Если ты принимаешь решение выйти из этих отношений, то как это сделать, как, выйдя из отношений, не выгореть, как восстановиться. Ссылка на этот курс будет под видео. Вы заходите на лендинг, нажимаете кнопку «Записаться» и там получаете всю необходимую вам информацию. Если вам что-то непонятно, у вас возникают дополнительные вопросы, опять же, под каждым моим видео у меня на канале есть ссылки на мои социальные сети. Вы мне туда пишите, задаете вопросы, и мы вам с вами, так сказать, в ручном режиме обо всем договариваемся. Я думаю, что этот курс может быть для вас полезным. Также, если вы хотите разобрать свою какую-то индивидуальную ситуацию, вы можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Опять же, пишите мне личное сообщение в соцсетях. Ну, а теперь вопрос к тем из вас, кто находился в отношениях с нарциссом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли такое, что вы что-то вот замечали, что он что-то делает, пока вы не видите? То есть было ли такое, что вам что-то кажется, что он что-то такое подозрительное делает, а потом оказалось, что ничего оно не кажется, он действительно это делал? Поделитесь, это будет очень интересно. А если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.